Это не кликбейт, мы реально сделали новое оружие в майне, которое будем продвигать в ванилу. Здесь будет рассказано все, от концепта до релиза, и каждый этап содержит лютую историю. Это жесть, я его только недавно выложил. Попрошу вас досмотреть до конца, ведь в этом плане по захвату майна мне нужна ваша помощь. Здорово! Сиксе. От этого шуточного поста до каких-то шевелений прошло 3 года. Хотелось сделать реально годноту, поэтому долго держал ее в голове, боялся, но чего после армии бояться. За это время я познакомился с Гео, а он меня познакомил с будущим кодером Стивом. И таким набором мы начали делать бумер. Отталкиваясь от уникальности булавы и копья, я понимал, что делать ретекстуру лука с анимацией возвращения я не буду. Именно поэтому лететь он должен по горизонтали, создавая дугу. От этой системы я и пытался оттолкнуться. Изначально концепт был такой. Бумеранг с каждой секундой, находящийся в полете, становится сильнее. Для того, чтобы игрок старался не напрямую бить мобов, а сделать крю, что нанесло бы больше урона всем мобам. Это создало бы и преимущество на дальних расстояниях, и риск не попасть, что ощутимо, когда у тебя всего один снаряд и летит он секунды 4, а то и больше. Но чтобы игрок не чувствовал себя обделенным на ближних расстояниях, я захотел сделать двойной урон от рикошета. Получается, ты точно так же используешь скилл, ведь не так просто попасть рикошетом и получаешь за свой риск бонус. То, что урон увеличивается от рикошета, показывали бы голубые частицы, а постепенное увеличение оранжевое. Так через визуал было бы сразу понятно, как получить больше импакта от бумеранга. Выглядело идеально на бумаге. То есть единственное, что там надо было сделать, это чисто его забалансить. Концепт классный и создает кучу комбинаций по увеличению урона, но я даже подумать не мог, насколько много изменений перетерпит концепт, а в будущем и оружие. Часто от неверных решений меня отговаривал Гео. Он прорабатывал как дизайн, так и помогал с геймдизайном и кодом. Так он меня и вернул на землю. Урон, зависящий от времени на воздухе. На бумаге классно, по фактам скучная хрень. Система подразумевает, что игрок должен закинуть далеко бумеранг и в АФК ждать несколько секунд, когда он вернется в моба. Интересно? Нихуя не интересно. Вот так почти сразу эта основа и отсеялась. Ведь когда играешь, ощущения совсем другие. Плюс вообще эта прогрессия урона оказалась не нужна бумерангу. Ведь помимо того, что он может выкосить толпу мобов, рикошет дает двойной урон. Это было мега имбово. В общем, для интереса и баланса много что сделали и убрали. И первая версия бумеранга вышла в свет от Стива. Первое время была гордость и радость за свое оружие, а потом уныние. Проблема этого бумеранга в том, что он банально неудобный. Бумеранг то перелетал моба, то не долетал до него. И да, это дело скилла и набитости, чтобы понимать систему, но она оказалась слишком сложной и непредсказуемой. Я сам ругал копье за непонятность, а сам сделал еще хуже. Благодаря рывку игрок еще может вернуться к копью и понять, что оно в принципе-то и неплохое. А вот бумеранг, у него такой системы нету. Если человек забил на бумеранг, то он забил на него навсегда. Такой вариант не подходил, и мы долго сидели с Гео в Дискорде, который, кстати, доказывал, что лучше оставить этот вариант. Для него этот полет выделяет бумеранг на фоне остальных и создает кучу интересных ситуаций и трюков. Видосы от него тому доказательство. Но я сам, играя с ним, воспринимал так, что люди в первую очередь от оружия хотят не зрелищности, а функции. Кому нужно делать трюки ради одного моба, если за это время луком можно выкосить троих еще и проще? Я предложил убрать ту самую дугу. Гео просто сражался за этот вариант, но и понимал мои претензии. И вот мы это решили, мы сидели в Дискорде, я вам говорю, часа 2-3 точно. Мы расписали все Стиву и получили второй, совершенно новый вариант. Каугурский пляж — это бесплатный приватный ванильный сервер Майнкрафт, у которого только стартовал 10 сезон на версии 26.2. Это отличная возможность начать игру, ведь сервер работает уже более 5 лет без перерывов и постоянно совершенствуется. На сервере можно играть даже без лицензии. Выживайте как в одиночку, так и с друзьями, но если у вас их нету, то вы обязательно найдете их там, ведь игроки очень дружелюбные, а добрая и отзывчивая администрация всегда поможет вам в любой ситуации. Основывайте города или вступайте в существующие. Участвуйте в куче различных ивентов, которые создают как сами игроки, так и админы. Сервер без приватов, креатива, админок за донаты и прочего, а плагины направлены только на улучшение и разнообразие игры. Например, плагин на voice, эмоции, самописный плагин на города с прокачкой и так далее. Вход на сервер без анкет, нужно лишь привязать аккаунт к Discord серверу. На удобном сайте наглядно все показано. Присоединяйтесь к Каугурскому пляжу и наслаждайтесь игрой вместе по ссылке в описании. А по промокоду TIGENT вы получите скидку 15% на все.
Скажу так, это не то, что я ожидал. Сейчас, смотря на него, я особенно понимаю, насколько много ошибок мы совершили. Вроде бумеранг стал удобным, летел куда надо. Мы даже сделали специальную систему, что под крестиком индикатор показывает, когда бумеранг долетает до блока, чтобы было удобнее. Он стал самым предсказуемым со своей системой рикошета, которую мы сделали по сути основной. Теперь игрок постоянно должен их делать, чтобы получить желаемый урон. Остальные механики, они уже давно либо были урезаны, либо, не имели никакого смысла для бумеранга, как для оружия. Он бы тогда слишком был бы похож на лук или арбалет. Вроде даже Гео назвал этот вариант классным, но мне он тупо не понравился. Все ведет к одному вопросу: зачем нужен такой бумеранг? Самое главное, что мне не нравилось, бумеранг перестал быть уникальным. Я после того, как вышел этот бумеранг, решил посмотреть на другие. И я понял, что он слишком похож. Да, можно выложить и такой вариант, который удобен и получил бы какие-то скачивания. Можно было бы выложить и первый. И я понимаю, что все равно бы офигели от зрелищности. Но мне этого не надо. Я хочу сделать то оружие, что у меня самого бы вызвало интерес, которое мне самому было бы не лень использовать и которое я бы в своем видео нахваливал, как делал это с булавой и копьем. А самое главное, чтобы мое рвение и желание увидели вы. Я смог бы оправдать ту поддержку, которую получаю от вас. Именно поэтому мы снова засели на несколько часов обсуждения, чтобы создать новый вариант бумеранга. Мы решили, по сути, объединить две эти системы, сделать так, чтобы бумеранг в итоге летел на крестик, но огибая его. В этот раз я дал себе несколько часов на подумать, ведь опыт показал, что идея на бумаге и в реале — это абсолютно разные вещи. Плюс кошелек не резиновый, и я уже понимал, что даже с рекламой это видео выйдет в минус. Как сказал Гео, мы поставили все на черное. И это, мать его, сработало! Итак, третий вариант бумеранга. Это дальнобойное оружие со своей особенной траекторией. Он делает дугу, но всегда достигает своего максимального полета именно на этом перекрестии. Индикатор показывает, при каком замахе он достает до блока или моба. Это позволяет сделать кучу комбинаций с рикошетом, атакой на нескольких мобов и самим заворотом, который может наносить урон за колоннами, стенами и так далее. А что интересно, в зависимости от того, в какой руке бумеранг, в ту сторону он и полетит. Базовый урон варьируется от 6 до 8 в зависимости от замаха, а увеличить его в 2 раза поможет рикошет. Так вы иногда можете за один бросок уничтожить сразу нескольких мобов. Но это надо постараться. Бумеранг прост в изучении, благодаря индикаторам и предсказуемому полету, но довольно сложен в мастерстве, так что крутые трюки нужно будет учить. Еще важная деталь: размер дуги зависит от замаха. Если ты быстро нажал правую кнопку мыши, то бумеранг отлетит на 3 блока в бок. Если же зажал по максимуму, то только 1 блок. По визуалу, я думаю, сразу понятно, открыть его можно в зале испытания, открыв хранилище зловещим ключом. Сам данж будто создан для бумеранга, с его колоннами, стенами и толпами мобов. Учиться советую сразу, как только его получите, но предварительно зарядив его ветром. Зор здесь неспроста. Вдохновившись традиционными бумерангами, мы его добавили для того, чтобы игрок понимал, когда бумеранг можно кидать, а когда он разряжен. Это потрясающее оружие и нифига не работает с другими видами. Во время разработки я часто наблюдал за зарождением багов, и многие из них были даже забавны. Но все веселье заканчивается. Нет, не когда попадается сова со скакалкой, а когда появляется тот самый баг, который неясно как решить. Я его назвал вял. Этот баг не дает подняться ни одному оружию, пока во второй руке находится бумеранг. Основная рука даже технически опущена вниз. Это можно понять по незаполненному значку кулдауна. И да, вы правильно поняли, сколько бы игрок ни ждал, урон от любого оружия будет минимальный. Стив пытался исправить его чуть ли не с самого начала разработки, присылая кучу версий и сталкиваясь с очередным провалом. Ситуация стала настолько тяжелая, что даже тут Гео пришлось подключиться и искать решение вместе с ним. Я правда даже представить не могу, насколько это было тяжело, потому что я в код вообще не лез. А самое, наверное, обидное, это когда решение лежало на поверхности. Чуваки, а оно это исправилось. Само. И в итоге вещь, которую решали несколько дней, решили за час. Короче, после того, как баг починили, мы наконец-то выпустились в бету. Я ничего не ожидал, но оказывается, ожидать стоило чего-то. И вы просто сейчас охренеете, что я вам расскажу. Новые авторы, что на CurseForge, что на Модристе, они появляются в одной вкладке, у них нету подписчиков, нету каких-то систем рекомендаций, естественно. И, соответственно, некому просто искать ээти моды и находить. Именно поэтому первое откровение было это 12 человек, скачавших этот мод. Первый комментатор.
Ох, знал бы он, сколько будет дальше. Из которых один был мой подписчик. Меня спалили буквально за час. Уже на второй люди в чате, связанным с моей группой, обсуждали, действительно ли это я или меня взломали. Случилось это из-за того, что на Стива уже были подписаны люди, ввиду того, что он делает моды давно. И хоть опять же людей немного, из них нашелся мой зритель. Сначала было страшно, потом я понял, что это то, что нам надо. Я впервые открыл в своем ТГК комменты и ждал реакцию. Люди писали про бумеранг, я байтил еще больше. Люди перестали писать про бумеранг. Я не гений маркетинга, так что не осуждайте. Но оказалось, мой маркетинг был нафиг не нужен. Мод начал набирать популярность просто из вкладки «Новое». Бумеранг рос как Алеша Попович. Это просто goddamn. И за сутки он смог дойти до 1000 скачиваний. Даже 24 часов не прошло, а уже 1000 накачали просто так. Ёпересете. Сейчас их более 1500. И на английском ютубе даже вышел обзор на этот мод. Я даже представить не мог, что у людей это вызовет настолько сильный интерес. И пока он остается, я еще раз говорю, бумеранг будет в оригинальном Майнкрафте. Но без вас в своей стратегии я не справлюсь. У нас 3 этапа. И первый, этот мод должен хайпить. Вот просто, пожалуйста, зайдите, поиграйте и оцените. Я принимаю все идеи от вас, как в комментах тут, так и на Курспорт. Как минимум, у нас нет зачаров, которые вы можете предложить. А как максимум, все зависит от вашей фантазии. Хочется, чтобы в этом проекте была частичка каждого. Как понимаете, видео такого формата нужно будет подождать, ведь помимо времени нужны и средства. Но был бы очень благодарен, если бы вы копеечкой ускорили этот процесс по ссылке в описании. Ну а так, конечно же, мод бесплатный, и все проекты будут таковыми. Следующий этап — СМИ. Все платформы должны быть захвачены. ТГ, YouTube, Х, про него подробнее даже. Так как там много американской аудитории, тоже попрошу. Если у вас есть аккаунт, лайкните этот пост по ссылке в описании, перешлите его, прокомментируйте. Короче, тотальное продвижение хэштег Boomerang in Minecraft. Если мы просто сделаем этот пост популярнее, сделаем популярнее хэштег, Boomerang in Minecraft. то люди пойдут за нами. Ну и, конечно же, медиагиганты. Все, у кого есть хотя бы крупица популярности, пожалуйста, расскажите о бумеранге. Те, кто делают шортсы, ну запишите маленький шортс про бумеранг. Те, кто делают видео, просто расскажите о нем. Сделайте хотя бы маленький постик про бумеранг. Прошу, умоляю. На колени! И все это нужно для того, чтобы про него узнало как можно больше людей, не только на русскоязычном, но и на англоязычном пространстве. Став достаточно популярным, бумеранг может привлечь на себя разрабов или других работников студии Mojang, которые увидят не только интересное оружие, но и желание людей увидеть это в игре. В субботу в 16 часов по МСК мы еще подробнее об этом поговорим, заодно и ваши идеи я там смогу прочитать. Это лучшее время для моего плана, ведь благодаря новым сотрудникам и стратегии Mojang мы уже получаем то, что давно просили игроки. Доказательства этому есть в этом ролике, который вы видите на экране. Ну а пока.